Всем здравствуйте! Я снимала город Гродно разным. Летним, веселым, осенним, пустынным, зимним. Но, наверное, видео с видами вечернего Гродно у меня еще не было. Что ж, исправим эту оплошность, потому что вечерний город не менее красив, а кому-то покажется волшебным и притягательным, как никогда. И начинаем нашу вечернюю прогулку на площади Тезенгауза. Так необычно подсвечено здание теперь уже ЗАГСа, переехавшего сюда с улицы БЛК. Вечером Гродно погружается в магию огней, словно сказочный город, вышедший из волшебной книги. А посмотрите на подсветку зданий. Она искусно подчеркивает архитектурные детали, которые днем остаются незамеченными, и каждый уголок наполняется мягким светом, превращая привычные улицы в аллеи чудес. А вот так подсвечена в вечернее время площадь Ленина. И впереди мы видим здание на углу Социалистической и улицы Ожешко. Это здание бывшего бровара Бонифраторов, построенное в 1784 году, и здание кинотеатра «Красная звезда». А здесь уже вот это вот огромное здание – это облсполком. Сегодня мы прогуляемся с вами по пешеходной Советской, и я буду немного комментировать по ходу видео. Наверное, ночной экскурсии у нас еще не было на канале, не правда ли? Улица Советская в городе Гродно пешеходная, и только редкие автомобили и такси могут проезжать иногда по ней, и то до определенных участков. А дальше в целях безопасности дорога из местами старинной брусчатки перекрыта от проезда транспорта. Движение всего автотранспорта по улице Советская было запрещено решением горисполкома от 31 мая 1972 года, так что этой традиции уже более 50 лет. Впечатляет, не правда ли? Отрезок, по которому мы идем, это улица Ожешко. И здание, подсвеченное холодным светом с огромными колоннами слева по ходу видео, это дом номер 3, известный как дворец вице-губернатора Максимовича. Дворец возведен в начале XIX века, в период с 1800 до 1811 года. И хозяином особняка был гродненский вице-губернатор Константин Максимович. Традиционно считается, что в 1812 году во дворце Максимовича жил Жером Бонапарт, брат императора Наполеона Бонапарта, командовавший одним из корпусов наступающей французской армии. В XIX веке в здании находилась казенная палата, губернское казначейство, архивы, канцелярия налоговой инспекции, а летом 1920-го работал Гродненский военно-революционный комитет. Уже в 20-30-е годы государственные и общественные учреждения, и в послевоенные годы здание занял Гродненский областной исполнительный комитет, который располагается там и по сей день. Вечером подсвеченная иллюминацией пешеходная Советская в центре Гродно превращается в живописный спектакль, где каждый уголок словно оживает под яркими огнями. И такая подвесная иллюминация есть только на этой улице в Гродно. И мы подходим к перекрестку 3 улиц: Советская, Ожешко и Виленская. И дом впереди, когда-то здесь был отель «Фидера», а после войны гостиница «Беларусь» с одноименным рестораном. Гостиница больше напоминала общежитие, в огромных комнатах поселяли по несколько человек, и ресторан тоже особыми изысками не отличался. В 1974 году здесь уже открылся ресторан «Белосток», и был установлен платный вход в ресторан в вечернее время в размере рубль 50. А в 2016 году после ремонта здесь открыли бизнес-центр на Виленской. Здесь же находится фирменный магазин компании «Коммунарка», и не так давно в нем открыли ресторан «Белосток», вход с торца, что еще раз доказывает, что история имеет свойство повторяться. А вот это красное здание слева – это здание по адресу Советская, 31, построенное в 1884 году как окружной суд. И особо внимательные при свете дня могут разглядеть надписи над окнами 3-го этажа. Там написано слово «закон» с твердым мягким знаком в конце, как старославянская ять. Сейчас здесь располагаются различные организации. А на улице Советская и Ожешко расположено много старинных зданий конца XIX – начала XX века. Узкие улочки и близко расположенные друг к другу каменные здания создают свою необычную и непривычную архитектуру.
Сейчас осень, октябрь, и на улицах не так многолюдно, как летом. И я вставлю вам летние кадры видео, чтобы вы могли сравнить атмосферу на улице, и тогда поймете, что для того, чтобы снять подсветку зданий, мне пришлось дождаться осени, когда людей поменьше. Кто-то возразит, что ночью вообще никого, но думаю, если снимать видео ночью, то рискую не обнаружить подсветки домов. Наверное, все же есть какой-то временной период, когда это должно выключаться. Не столько из экономии, а потому что даже на пешеходной Советской стоят жилые дома, и в них живут обычные гродницы. Наверное, к шуму они уже привыкли, но вот света по ночам, думаю, от света по ночам мечтают отдохнуть. Поэтому снимаю осенью и вечером, чтобы в полной мере показать вам это великолепие. Гродно с его историей и культурой в этот момент выглядит особенно волшебно, приглашая в мир, где прошлое встречается с настоящим, а каждый вечер становится уникальным событием, полным надежд и мечтаний. Архитектура старинных улиц Гродно больше похожа на западные города. Может, именно поэтому в наш город так любят приезжать туристы. Проходя по этим узким каменным улочкам, легко представить себя где-нибудь в Вене или Париже, не правда ли? На пешеходной Советской расположено множество магазинчиков, кафе и баров. Часто здесь играют уличные музыканты, но днем все заставлено палатками с сувенирами. Так что вечернее время лучшее, чтобы рассмотреть в полной мере архитектуру и прочувствовать старинную атмосферу улиц. А вот это красиво подсвеченное угловое здание с желто-белым огнем справа – это дом с адресом Советская, 10. Это бывший дворец Сапег, построенный в 1795 году. В 1873 к зданию пристроили двухэтажный флигель, и в разные времена в нем находились и аптечный склад, и ресторан, и галантерейный магазин. В 1945-м открыли мастерскую по заливке галош и вулканизации шин, пекарню, портняжную, швейную мастерские. А на первом этаже работал магазин «Политическая книга». К слову сказать, книжный магазин в нем до сих пор, если заметили вывеску книги. А в марте 1970-го здание было подвергнуто реконструкции, и в результате чего появился третий этаж и изменился фасад. А здесь, у молодежного центра, который левее, предлагаю свернуть и пройти на улицу Колючинскую. Впереди здесь виднеется величественный фарный костел, а здание справа – это часть гостиничного комплекса отеля «Семашко». Словно в финале интересного представления взгляду открывается величественный фарный костел и его высокие шпили, которые устремлены в небо, залиты мягким светом вечерних огней. Стены украшены узорами и реликвиями прошлого, искрятся в свете фонарей. А разнообразие стилей и слияние архитектурных эпох – все это создает атмосферу, в которой время как будто останавливается. Сейчас мы завернем за угол, и я покажу вам фасад отеля в вечернее время. Вот эти здания справа построены совсем недавно, в 2024 году, а вот так выглядит фасад этих зданий, и там дальше в темноте виднеется отель «Муравьев». Сейчас мы подойдем ближе, там включится освещение. Отель «Муравьев» расположен в здании бывшего дома купца Муравьева, собственно, потому так и называется. Это историческое название. Он был построен купцом Муравьевым в конце XIX века. Вот это здание. В нем размещался магазин и жилые комнаты, в которых проживала, собственно, семья самого купца. Интересно, что горожане первое время не принимали здание и считали его уродливым. И в разные годы в этом доме располагался такие учреждения, как банк, мануфактура, пекарня, швейная фабрика. А в советское время в здании работала Гродненская областная библиотека. Сложные времена для здания настали в середине 90-х, когда библиотека переехала, и здание стало главной городской заброшкой до 2019 года. А в 2019-м его выкупил гродненский бизнесмен Семашко и провел реконструкцию, после которой на первом этаже заработал ресторан «Муравьев», а на верхних уровнях – апартаменты для туристов. А теперь предлагаю снова свернуть на пешеходную Советскую и пройти по отрезку, который мы пропустили, когда свернули у молодежного центра во дворике. Но во двориках тоже побываем.
А здесь мы уже свернули во дворики улицы Советской, и видите, желтый автомобильчик, наверное, знакомый многим туристам и горожанам. Это дворик, внутренний дворик бара «Джезва». Во двориках Советской улицы традиционно располагаются кафе, бары. И сейчас заглянем во дворик бара «Джезва». Внутренний дворик уже сам по себе стал наиболее часто фотографируемым объектом именно из-за желтого запорожца, который хозяева каждый месяц стилизуют по-разному. То на багажнике стоят ящик пивных бутылок, то автомобильчик переливается новогодними огоньками, а по вечерам здесь установлена сцена и часто проходят концерты уличных музыкантов в том числе. Так что загляните, уверяю, в вечернее время здесь очень атмосферно. В 2019 году, когда «Джезва» открылась, там готовили кофе на песке. Не знаю, как с этим обстоят дела сейчас, в 24-м. Напишите, кто был. А мы снова выйдем к фарному костелу и предлагаю пройтись и посмотреть, как подсвечена улица Карла Маркса, которая начинается прямо за ним. А теперь мы оказались на улице Замковой, 19, где возвышается пожарная каланча. Ее силуэт грациозно обрисовывается на фоне вечернего неба, и огни, которые отражаются в окнах, рассказывают о жизни, которая не затихает даже под покровом ночи. В новогодние праздники пожарку украшают огнями и новогодней иллюминацией. Вот посмотрите, как она выглядит. Напоминает новогоднюю елку. После большого пожара в Гродно в 1885 году, когда пожаром, который начался в жаркий летний день недалеко отсюда, на улице Большой Троицкой, было уничтожено 2/3 городских построек, необходимость постройки пожарной каланчи уже ни у кого не вызывала сомнений. И в том числе на пожертвование в начале 20 века была построена шестиярусная пожарная каланча. Сейчас это популярный туристический объект. Здесь также расположена действующая пожарная часть, и верхний ярус занимает смотровая площадка, огороженная кованым бортиком. И каждый день ровно в 11:58 с башни пожарной каланчи раздается мелодия дня, которую играет гарнист в форме пожарника 20 века. А в 12:00 мелодия заканчивается и раздается бой старинных часов на фарном костеле на площади Советской, вот где мы сейчас. А дальше я проеду по улицам центра Гродно на автомобиле и покажу вам наиболее интересные и яркие улицы с вечерней подсветкой. Вот это улица Карла Маркса. Дальше повернем налево и сворачиваем на улицу Социалистическую. Вечерняя подсветка зданий позволяет рассмотреть некоторые архитектурные детали, которые днем попросту теряются на основном фасаде. Я люблю рассматривать вечерний город, а вы? Волшебный вечерний свет создает такую уютную атмосферу, словно окутывая каждого прохожего невидимым теплом. Гродно с его историей и культурой в этот момент выглядит особенно волшебно, приглашая в мир, где прошлое встречается с настоящим. А каждый вечер становится уникальным событием. И магия города завораживает, оставляя в душе какое-то такое незабываемое впечатление и желание возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы вновь увидеть, как вечеринка жизни продолжается под сиянием звезд. И вот мы возвращаемся уже к началу нашей съемки. Там виднеется вдалеке кинотеатр «Красная звезда» и площадь Тайзенгауза. Видите то подсвеченное здание? Напишите, как вам понравилось видео, понравился ли такой вечерний формат. Я, конечно, понимаю, что через стекло автомобиля не совсем такое же восприятие, как цветовое, как вот если снимается, если остановишься, вот как сейчас я остановилась, вышла и сняла этот вид, конечно, смотрится немножко по-другому. Да и вообще через призму объектива смотрится не так, как вживую. Иногда многие скажут, почему же вы не сняли, допустим, панораму и вид колеса обозрения. Да потому что через объектив оно не воспринимается так красиво, как это выглядит, когда это видишь вживую. Если понравилось, то прямо сейчас прошу, поставьте лайк этому видео, напишите в свой комментарий, ответьте на вопросы, которые я задавала в видео. Всем будет интересно почитать. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.